Представители знака зодиака Девы. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз гороскоп июль 2023 года. Что мне по судьбе? Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Используем сегодня две колоды. Колода будет 78 дверей, и это метафорические карты, поэтому каждый из вас может дополнить этот образ именно той ассоциации, которая у вас возникает в душе. Ведь карта – это метафора, и метафора, она тоже сообразна тому, что нами пережито, или какой-то вашей обстановке возникает. Вот давайте узнаем. Но если мы говорим, что мне по судьбе, вот как раз первую карту мы достанем на колоде романтического Таро. Она состоит только из старших арканов. Это будет... Что может быть как кульминация или сфера жизни, или какое-то событие. Ну, какую-то подсказку уже нам дадут эти карты, правда? Вот давайте, что мне по судьбе? Какие, может быть, вопросы придется или решать, или уделять внимание. На первый план что-то ж выйдет. Нам карты что-то подскажут. Что для дев? Как видят карты на июль? Что по судьбе? Шикарно. Это карта императора. Императоры. И обратите внимание, в этой колоде карт император мальчиком изображен. Имеется в виду наши какие-то, может быть, как мы чувствуем себя новичком. Или с нуля мы какой-то проект начали, может быть, новый, или какая-то тема. Продукт мы какой-то разрабатываем. Но, тем не менее, это у нас император, и, значит, вопросы, которые могут быть связаны. Может быть, законностью или согласованием каких-то документов. Может быть, обращение в высокие инстанции и чиновников. Это будет каких-то высоких касаться, когда вы с ними контактируете, решая те или иные вопросы. Это может быть и ваша смена статуса, мои дорогие девы. И здесь мы словно для себя что-то в плане прогресса улучшаем, увеличиваем, изменяем. Но, безусловно, эта карта еще и власти, и поэтому где-то вашей власти, не без этого, и будут у вас новые возможности, безусловно. По этой карте мы где-то надеемся сами на себя, не допускаем, чтобы на нас давлели чьи-то мнения, они могут быть ошибочные. И вообще это прочность, устойчивость, так как и положение, так и наших взглядов. Есть такой момент, как проходимость в этой колоде, но имеется в виду, что где-то допускаем альтернативные варианты развития событий, и поэтому наша задача удерживать наш статус, наше положение и то, чего мы добились. Есть тут момент и по законности, когда мы поступаем по закону, мы в принципе уважаем как и закон, так и какую-то иерархию. И если мы оказываемся в какой-либо ситуации, то через голову начальника буквально мы тоже не прыгаем, и это в нашу сторону срабатывает со знаком плюс. Но, безусловно, в первую очередь это непоколебимая воля к победе. И решение проходит еще по этой карте каких-то наших материальных вопросов. Безусловно, это мы можем столкнуться с таким человеком, или у нас, может быть, он есть, как какой-то защитник. Это тоже проходит по карте император именно в этой колоде, потому что, повторюсь, изображен мальчик. Может быть, у нас есть такое лицо, которое нам может протянуть руку помощи в нужный момент. И это тоже здорово. Но сильная позиция для вас, мои дорогие девы, на июль. Давайте на колоде 78 дверей узнаем, какая же дверь для меня откроется. Или что войдет в мою жизнь. Кульминационное значение именно дверь в этой колоде, в этих картах. А какая дверь закроется? Или тот вопрос, который мы решим, что у нас получится подытожить. И разделим месяц ориентировочно на 3 части. Это будет 3 декады по 10 дней. И это будет первая декада, вторые 10 дней. Каковы энергии, что нам карты подскажут. И третья декада. И традиционно по основным сферам деятельности жизни. Дела, работа, бизнес. Каковы у нас будут финансы. И что про личную жизнь нам расскажут карты. Итак, что войдет в мою жизнь? Давайте будем смотреть. 4 мечей. И у нас здесь показан, вот посмотрите, интересный персонаж. Вроде бы как идет слепой, да?
Дверь, нам показана дверь какая-то закрытая, но он туда не собирается входить. Или, может быть, он и собирается, но он не подает виду. Он может хитрить по этой карте. Вот что войдет в мою жизнь. Это может быть и где-то и вы, ваша тактика такая. И ключ к этой двери или ключ к решению какой-то проблемы. Это вот та палочка, которая... Он как будто идет и проверяет надежность пути перед тем, как куда-то шагнуть. Это может быть и иллюзия, которую человек хочет создать, что он в каком-то вопросе как будто не ориентируется, или он чего-то не видит. А ведь между тем он может как раз быть зрячим, будем говорить, правда? Может быть, вам придется примерить на себя, ну, такой вот маскарадный костюм, назовем это таким образом, да. Может быть, ситуации будут таковы, что, знаете, за чистую монету играть невыгодно, будем говорить. Или о себе много рассказывать невыгодно. Или для того, чтобы какую-то дверь для нас открыть, очень желанную, для нас в первую очередь придется где-то себя защищать вот таким как или подобным, да, нетрадиционным способом. Здесь как будто мы должны так немножко в тени оставаться. Какая-то наша нейтральная позиция, ведь этот человек может быть достаточно силен и достаточно прозорлив, внимателен и все подмечает, но на него никто не обращает внимания. И значит, в этом есть определенная какая-то тоже сила. Вот продумайте, как такая позиция или вот такой образ может для вас открыть какие-то двери. Видимо, пока вы в каком-то вопросе окончательно не разобрались, то и мы о своих планах не заявляем или о своей собственной силе мы как будто не демонстрируем. Но хитрить как будто придется. Вот я вижу, по крайней мере, вот именно так. А что же вы завершите? Карта отшельника, когда мы вообще-то надеемся сами на себя. И когда нас могут, как вот этого персонажа, который изображен, да, ему как будто как сущность какая-то появляется, которая соблазняет его буквально дарами, там, своим, может быть, видом, а он отмахивается и нет. Кто такой вообще отшельник? Это дервиш. Его сложно чем-то соблазнить. Ему невозможно даже лестью его купить, невозможно ему, допустим, предложить какую-то сумму денег. Он абсолютно независим. Вот какая-то ваша независимая позиция, она должна быть выдержана в июле от начала до конца. И теперь мне становится понятно, почему, собственно говоря, человек вот по 4 мечей где-то вот так вот себя вынужден скрывать. И надо сказать, посмотрите, для отшельника ведь для него попросту дверей нет. Свободное пространство. Вот, видимо, для того, чтобы вы были вот так независимы, и чтобы вы могли продолжать свое дело, которое вы начали, или для того, чтобы себя не подвергать какой-то опасности, чтобы в любой момент сделать какой-то нужный маневр. Вот такая позиция, она будет для вас наиболее правильной. Так видят, по крайней мере, карты. Независимость должна быть буквально от начала до конца. Вами где-то просчитана, и какой-то ошибки не должно быть. Это ведь у нас уже подведение итогов, и в этом будет достаточно сильная позиция, когда мы можем себя в каком-то деле, вопросе явно реализовать. Ведь это благоразумие. Есть момент уединения. И, значит, для кого-то из вас это может быть такая обстановка, когда действительно полшага надо отступить назад и посмотреть, как развиваются события. И дальше уже где-то просчитывать что-либо наперед. Есть по этой карте и еще понимание сдержанности, подчинение логике, безусловно, никаких эмоций, мы уже об этом сказали. И в то же время, ведь это уважение к какому-то порядку, и опять же это где-то согласуется с картой императора, и к иерархии это ведь тоже. Ведь это у нас мудрец, который знает вообще все. И его сложно обмануть. Но, видимо, какая-то вот такая позиция для вас будет тоже со знаком плюс. Удерживать вообще свои позиции придется и, видимо, менять где-то тактику. Давайте мы посмотрим. Первая декада, как видят карты. Ну вот она и победа. 6 жезлов.
причем победа конкретная. И если мы говорим про двери, обратите внимание, вы открываете двери, они перед вами, как бы все в вашей власти. И правда, какие-то возможности не заставят себя долго ждать, где-то вы обретете, как и уверенность, и в нужный момент какой-то реванш вы сделаете, сможете подвести итог, согласовать какие-то документы. Здесь сама по себе победа, и тут любая сфера жизни может проиграться. Как будто человек входит в зал, и те, которые его ждали, ему аплодируют, стоя буквально некоторые аплодируют. Вот что-то такое, мои дорогие девы, ну, достаточно весомое, значимое, как минимум для самого себя или самой себя у вас получится совершить. И даже если придется использовать вот такие, ну, где-то нетривиальные энергии. Победа. И если мы посмотрим вторая декада или вторые 10 дней, королева Пентаклей. Обратите внимание, тоже интересно в этой карте. И колода, если мы говорим опять же про двери, есть у нас здесь дверь, она как будто бы потайная, но она открыта. Для кого? Выглядывают словно два человечка, таких необычных совершенно, и выседает на троне королева. Ключ к этой двери как будто, или открывает она эту дверь, далеко не каждому, далеко не все могут войти в ее покои, и вот они, богатства, сокровища нам здесь показаны. И именно эти два человечка входят, чтобы помочь ей в каком-то деле. Значит, она впускает или подпускает к себе в свое окружение только людей проверенных. Пусть они будут какие-то не такие, или, может быть, кому-то они покажутся странными. То есть это не имеет значения. Но королева именно верит собственному чувству или какому-то проверенному опыту. Вот что-то подобное для вас тоже будет важно. И они вместе будут пересчитывать сокровища. То есть это абсолютное доверие, может быть, одному человеку или двум людям, но это немного. То есть где-то быть осмотрительному к своему окружению, но это королева Пентаклей, это прообраз, где-то ваш, когда из какого-то хаоса мы создаем порядок, и у нас все абсолютно под контролем, когда мы остаемся довольными. Мы воплощаем мало того, что какую-то свою идею или задумку, но, видимо, и вопросы денег, финансов и нашей власти. Все-таки у нас королева показана, и есть момент властности все-таки. Все идет по нашему плану, мы остаемся довольными. Третья декада, давайте посмотрим. Ну, а здесь больше про вдохновение. Это карта звезда. И здесь тоже портал. Не что иное, как дверь. И изливается из двух кувшинов вода. Это умеренность, гармония. И нет как таковой двери вообще. То есть нам просто нужно идти за своей мечтой. Нам нужно войти в этот портал. Но предполагается, что мы войти туда можем, когда мы в каком-то в добром расположении духа, когда мы сами для себя где-то уравновесили эмоции, когда мы не ускоряемся, когда есть для нас какая-то цель очень значимая лично для нас, и мы ею следуем. В любой колоде это карта выбора правильного направления на десятилетия. В этой колоде то же самое нам говорят. И нет ничего невозможного. Следуй за своей звездой, за своей мечтой, своим намерением, целью. Назовите это как угодно. И, видимо, к концу месяца вы сможете из какой-то победы, из своей прочной позиции уже какие-то перспективы. Это точно себе наметить. Возможности вы увидите. Не случайно все же у нас победа, и не случайно у нас император. Очень продуктивный месяц, мои дорогие девы, по всем картам. Но энергии вот такие очень своеобразные. Ведь посмотрите, так легли карты, как будто одна другую дополняет. Значит, есть в этом какой-то смысл. Переложите на себя, на свою ситуацию. И я уверена, ваша интуиция вам даст какие-то подсказки. Дела, работа, бизнес. А тем не менее, рыцарь кубков у нас здесь где-то больше про любовь или про какие-то наши личные отношения. Но обратите внимание, хоть он у нас и рыцарь, но нет у нас ни шпаги какой-то, нет, то есть предмета, который бы свидетельствовал о том, что мы будем обороняться. А дверь у нас не что иное, как за этим водопадом, так ориентиром,
затемнение показано, что нужно пройти через какой-то водопад. У кого-то это может проиграться и, может быть, в вопросах работы, службы, бизнеса, да. Но что нам хочет сказать карта? Ключ пройти через вот этот столб воды, который у нас где-то, может быть, ледяная вода, да, чаще бывает, потому что это какие-то родники, потоки очень сильные. Мы, может быть, вымокнем до нитки, но, видимо, какие-то неприятные ощущения можем мы испытывать, даже проходя под этим водопадом, но мы добьемся своего. Нет как таковой преграды. Преграда может быть только в нас, если мы чего-то испугаемся. Но это у нас кубки, и как будто дважды нужно следовать за своей мечтой или за своим намерением, потому что практически преград-то нет. Будет только какой-то дискомфорт. Значит, на дела, работу, бизнес мы останемся довольными, но где-то вот через такой водопад, иносказательно говоря, мы должны быть готовы пройти. Ну вот тоже можно переложить эти карты и где-то четверку мечей расценивать, когда мы так вот, мы можем себя чувствовать несколько дискомфортно, примерив на себя такой маскарадный костюм, да, как мы его назвали, но оно того стоит, мы получим желаемое. Что у нас в деньгах? Ну, знаете, смотрите, это старший аркан, 13-й, смерть, я надеюсь, все правильно понимают, это трансформация, и наша задача в этой трансформации не застрять. И, значит, на финансы, если у нас выпадает, значит, какая-то финансовая прежняя ситуация у нас может закончиться, закрыться. Это может быть как новая работа, новая должность. Все-таки у нас аркан императора выпадает. И поэтому для вас нужно на что-то согласиться. Наша задача не застрять в прошлом. И нет ведь никаких преград, опять же, посмотрите, врата как будто открыты. И ключей-то тоже как таковых нам не нужно. Нам нужно просто встать и выйти из какого-то прежнего состояния, из какого-то прежнего стопора. И что имеется в виду? Песочные часы, которые нам напоминают, что время идет, и мы не должны увязнуть буквально в каких-то воспоминаниях или сожалениях. На карте единственное, что, ну, более-менее, скажем, вдохновленное или веселое изображено, это цветы на этом погосте. И все. Вот мы не должны где-то застревать, даже если у нас, повторюсь, это старший аркан, могут быть, значит, какие-то ситуации, когда мы добровольно от чего-то отказываемся или принимаем какие-то изменившиеся условия, какие-то вынужденные события, которые вокруг нас происходят. Вот, наверное, как это 13-й аркан. Мы что-то не можем изменить, поэтому отпускаем прошлое и идем вперед. Выходим из этого, из этой области и будем чувствовать обновление. И даже если есть какие-то потери, поверьте, у вас будет со знаком плюс, еще тем более у нас выпадает королева Пентаклей, значит, из любой ситуации вы отстроите свой новый порядок. И я бы сказала, по трансформации тут тоже в деньгах будут какие-то у вас, мои дорогие девы, перемены. Это факт. Что в личной жизни? В личной жизни где-то важно не застрять. Может быть, была какая-то ситуация со знаком минус. У нас 4 кубков, и здесь показан человек, который уединяется, правда, уединяется. И если мы говорим про отшельника, ведь тоже уединение, но насколько разное уединение, это старший аркан. И где-то, если мы вынуждены быть в какой-то изоляции, или словно мы вот одеваем маску на себя такую, опять же, будет задача не застрять. Потому что человек здесь как будто он сам себя огородил от мира. Он видит в телевизоре, и у него искаженное восприятие какой-то действительности может быть. Может быть, он и присел где-то ненадолго отдохнуть. Поэтому я бы сказала, если бы для какого-то отдыха кратковременного, прекрасно. Но важно будет, как где-то своими привычками быть аккуратному, так и не отрываться от какой-то реальности. Здесь у нас даже дверь не видна, и не говоря уже о каких-то ключах. Вот не создавать себе как искаженную какую-то реальность или не основывать свое мнение на том, как видят что-либо другие или на советах других. Наверное, для вас, может быть, и будет какой-то для кого-то из вас. Это может быть как
Ну, предположим, какая-то ситуация со знаком минус, которая еще не завершилась. Или ситуация завершилась, а эмоции остались. Такое тоже может быть. Или просто это может быть ситуация, когда я, будем говорить, присел отдохнуть, а в итоге где-то так позволил себе чуть больше каких-то привычек или в чем-то расслабился и словно выпал из жизни. Вот для вас будет задача держать руку на пульсе. И нам, собственно, вот эти два аркана сказали об этом же. И если мы говорим уединение, отшельник, он идет только в сторону своих собственных интересов. И даже если один какой-то отрезок пути или даже более длительный путь, и он вынужден пройти в одиночку, это не значит, что он должен уйти от какой-то реальности. Он, наоборот, должен все подмечать. Может быть, вот так, как этот как бы слепой вынужден искусством мелких шагов с аккуратностью продвигаться вперед и словно растворяться среди толпы или среди людей, чтобы на него никто не обратил внимания. Значит, вот какая-то такая игра для вас, мои дорогие девы, она будет нужна, может быть, в один даже день этого месяца, но переиграть мы не должны, это тоже примите во внимание. Вообще продуктивный период жизни на июль. Перекладывайте на себя, я надеюсь, метафорические образы. Карты вам какую-то подсказку именно по вашей ситуации дадут. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, мои дорогие девы, и любимы всегда.